Всем добрый день! Середина ноября месяца, и настало время для укрытия крупнолистной гортензии. Очень часто спрашивают, когда же необходимо производить это укрытие. Дело в том, что крупнолистная гортензия, большинство сортов не переносит морозы. То есть она не морозостойкая или же слабо морозостойкая. Поэтому для того, чтобы получить хорошее цветение на следующий год, пестрые, красивые цветы, огромное соцветие, необходимо крупнолистную гортензию укрывать. Для того, чтобы укрыть ее правильно, для этого существует множество способов. Я сегодня поделюсь этим способом, как же я укрываю гортензию. Очень часто задают вопрос, когда надо производить укрытие. И должна вам сказать, что у нас в условиях Беларуси мы уже в середине ноября, а то и в начале ноября производим такое укрытие. Вообще температурный режим, при котором необходимо производить укрытие крупнолистной гортензии, составляет до 1-3 градусов тепла. Если же температуры опускаются ниже нуля, значит гортензия может подмерзнуть. А самое главное, что необходимо нам сохранить, это же, конечно же, верхушечные почки. Именно наверху побегов наша крупнолистная гортензия начинает зацветать. Если же эти верхушечные побеги не будут сохранены, значит гортензия у вас цвести не будет. Поэтому она и требует укрытия. Прежде чем мы будем укрывать гортензию, посмотрите, на ней еще огромное количество листвы, куст достаточно большой, необходимо удалить листья, удалить их правильно. Вот сейчас на примере этого куста небольшого я вам покажу, как я удаляю листья. Значит, мы снимаем только все листья по стеблю вниз. Оставлять можно только вот эти вот самые верхушечные листочки. Посмотрите, вот отсюда будет развиваться соцветие на следующий год, поэтому нам его нужно сохранять. Вот таким образом листья мы удаляем. Ну вот самые маленькие верхушечные можно оставить. Вот таким вот образом, чтобы хотя бы чуть-чуть защитить нам наше растение. Производим или вот так вот вниз снимаем листья, или же ножницами садовыми, как вам удобнее. Вот так должен выглядеть стебель у крупнолистной гортензии перед укрытием. Чем же я буду укрывать? Сейчас все покажу. Использовать можно любые подручные средства, это различные короба, для того, чтобы затем это приспособление чем-то заполнить. Я в этом году попытаюсь закрыть вот такими рамами. Это старые рамы, они застеклены, здесь вот стекло однослойное, и эта рама будет как раз таки по высоте моей гортензии, даже на сантиметров, наверное, 30 выше. Что я буду делать? Значит, мы соорудим с мужем такой каркас. С 4 сторон у нас здесь 4 рамы. Закроем гортензию и затем сделаем для нее такое вот сооружение. Само такое сооружение мы будем заполнять листвой. Желательно, чтобы она была не мокрая, не после дождя, то есть чтобы она была проветренная и высушенная. Нежелательно использовать листву с деревьев, которые были повреждены какими-либо заболеваниями. Заполняем полностью короб, но предварительно в обязательном порядке связываем растения. Лучше всего использовать дубовые листья.
Они, как правило, не размокают, очень хорошо сохраняются до самой весны. Так, после того, как мы сняли все листья, вот это все мы освобождаем от листьев, которые мы сняли с гортензии. Затем аккуратненько, не очень плотно связываем шпагатом. Желательно, чтобы этот шпагат не сильно пережимал наши гортензии, побеги, чтобы они лишний раз не повреждались сжатием шпагата. И после этого, после установки каркаса, засыпаем опавшей листвой. Листва сделает такую воздушную прослойку, будет хорошо поступать воздух и одновременно будет хорошо защищать наши растения от морозов. И наша гортензия зацветет на следующий год обильно, пышно и красиво. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на